За последние 6 лет появились абсолютно новые Tiger Sport 800 и Tiger 900 GT, последнего даже успели разок обновить, также появился и ушел с производства Tiger 850 Sport. Tracer 9 за это время кардинально обновился дважды, внедрив электронную подвеску, радар, автомат, и дважды за это время поменялся подход к интерфейсу. Среднекубатурная мультистрада за это время прошла рестайлинг, а затем полное обновление с новой рамой и двигателем. Появились за это время совершенно новые модели Moto Guzzi V100, NT1100, V-Strom 800, Transalp 750, а китайцы освоили кубатуры 800 и 900 кубов. А вот как за 6 лет изменился 900 XR. Колесные диски, хвост и кусочек пластика сбоку от стекла. Плюс то, чего не видно на фотографиях. Вилка теперь с регулировками, аккумулятор чуть легче и некоторые старые опции стали стандартными. Все. Маркетинг обновленного 900 XR держится на том, что сейчас больше опций в стоке. Однако проблема в том, что у основных конкурентов тоже базовый набор опций меняется, и я уж не говорю, что XR был единственным байком в классе без регулировок вилки. В Испании XR в стоке стоит 12 950 евро. Это изначально дороже, чем Tracer 9 или Tiger Sport 800, так у них еще и комплектация богаче. Как минимум у них сразу есть и круиз-контроль, а у Тигра и квикшифтер в базе. Регулировки подвески и AMU есть и там, и там. Если теоретически добавить к XR только круиз-контроль и квикшифтер, ценник вплотную приблизится к 14 тысячам евро. Но у BMW политика продажи не отдельных опций, а готовых пакетов, поэтому если смотреть байк с пакетами, где есть квикшифтер и круиз-контроль, то получится почти 15 тысяч евро, а это дороже, чем Tiger 900 GT с опцией круиз-контроль. Я привел цены для Испании, но схожая ситуация будет в большинстве европейских стран, включая Германию, где Tiger все равно дешевле BMW, хотя казалось бы. С трейсером ситуация сложнее. В Испании есть базовая версия, а в той же Германии самый минимум GT с полуактивной подвеской и кофрами. Если смотреть через призму европейского рынка, 900 XR, на мой взгляд, по совокупности качеств хуже, чем Tiger Sport 800 или Tracer 9 за меньшие деньги. Не потому что XR ужасный, просто конкуренты лучше. Однако с точки зрения российского рынка все иначе. Этот класс чаще всего приходит с японских аукционов, а там другая ситуация. На момент записи на аукционах продался всего один обновленный XR, причем абсолютно новый, с хорошей комплектацией и очень дешево. Модель прошлых лет продается дешевле, чем Tracer 9 и ни в какое сравнение не идет с ценами на Tiger 900 GT. XR продается ближе к ценам NC 750 даже без автомата, хотя объективно XR мотоцикл более высокого класса. Tiger Sport 800 на аукционах пока нет и неизвестно, за сколько будет продаваться. Tiger Sport 660 из Японии продается дешево. Это один из самых выгодных байков в классе, но пока неизвестно, будет ли такая же история с Tiger 800. Если будет, берите Tiger, но пока его нет, 900 XR в России выгодное предложение. Есть еще очень важный нюанс, что новых Tiger Sport 800 в России будет очень мало, поэтому запчасти в наличии под них никто держать не будет. Да, многое подходит от других линеек, которых в России достаточно, но унифицировано не все. XR за 6 лет по факту не изменился, в целом моделей на 900-й платформе в России очень много, поэтому специализированных сервисов по BMW достаточно и все болячки байка известны. Например, соберетесь вы на бесплатную мото-джимхану по четвергам в моей любимой Формуле X, а там есть не только классические магазины с расходниками, но и специализированный магазин по запчастям, тюнингу и шмоткам только для BMW. Я больше чем уверен, что какие-нибудь фильтры можно найти сразу в наличии. И да, вроде вот только рассказывал про появление магазина SRR Motorrad, а в Формуле X за это время появились шоурумы марок Кови и Мотомарини. Учитывая, что в Формуле еще есть салоны Watch и CF Moto, сейчас под одной крышей собраны все самые интересные китайские производители тур-эндуро, что сильно упрощает сравнение. Увидимся в Формуле. Первое, на что обращаешь внимание, ключевые конкуренты XR трехцилиндровые, потому что это оптимальное решение для спортивного кроссовера в кубатуре 800-900 кубов. У XR двигатель не совсем для этого класса. Для тур-эндуро, да, пойдет, для чего-то более спортивного, пилотажного нужна середина и быстрый отклик. XR и так-то самый слабый в классе, но когда после поворота выкручиваешь ручку, отдача от двигателя ощутимо меньше, чем на конкурентах. У XR самый длинноходный мотор в классе, поэтому чувствуется, что его как будто за хвост придерживают при ускорении на трассе.
Это более низовой двигатель, чем Tiger 800 или Tracer 9, поэтому новички могут даже справедливо сказать, что в условиях города XR дружелюбнее. Опять же, смотря с чем сравнивать. На 900-м Тигре и момент до 3000 оборотов лучше, и середина более выраженная. Еще можно пожурить мотор за то, что после прошлогоднего обновления 900-го Тигра у XR самые выраженные вибрации в классе. В городе не напрягают, но когда на магистральных скоростях активно едешь несколько часов, начинает выматывать. Я поездил на всех конкурентах в течение пары недель в схожих условиях, поэтому не выдумываю, к вечеру только от XR оставалось неприятное ощущение на руках. Опять же, для турендура это нормально, потому что у многих такая компоновка двигателя со схожими особенностями. Для спортивного кроссовера, который покупают вообще-то для активной езды на оборотах выше средних, нет. С мягкостью двигателей Tracer 9 или Tiger Sport 800 невозможно сравнивать, это разные лиги. Двигатель XR, по идее, в условиях пробок должен быть достаточно экономичен, но при активной езде на трассах он ест явно больше конкурентов. Как я езжу, на всех конкурентах выходило 5 литров, может с копейками, у XR в том же самом ритме ближе к 6. Я об этом подробно рассказывал в обзоре 900 GS с замерами на конкретных скоростях. Сам по себе расход на пол-литра-литр выше не является чем-то важным, я говорю об этом только потому, что у всех конкурентов баки на 19-20 литров, а на XR 15,5, объективно самый мелкий в классе. В режиме путешествия лично меня утомляет настолько часто искать заправку. Вообще, прежде всего из-за вибрирующего неотзывчивого двигателя и непонятных шумов в самом моторе, XR воспринимается как трактор на фоне конкурентов. Опять же, для турендура это даже шарма добавляет, но XR визуально зализанный, а ощущается более топорным, чем конкуренты. Это же подчеркивается и самым грубым квикшифтером в классе, и тем, что на Тиграх супер легкое сцепление под один палец, легкая лапка КПП и так далее. Но и на 900-м Тигре самый деликатный квикшифтер в классе, самые мягкие нажатия кнопочек, большие информативные зеркала, в отличие от традиционных BMW-шных, которые я устал ругать, более деликатные тормоза, поворотник в нужном месте и так далее. Отдельно каждый из этих нюансов роли не играет, но в комплексе Tiger ощущается более люксовым, чем XR. Уместно сравнить по качеству с Tiger Sport 800, там тоже ощущается дешевизна в мелочах и примерно тот же уровень комплектующих. Но чисто из-за того, что на XR мотор и квикшифтер грубее, он ощущается простым даже в сравнении с Tiger Sport 800. Еще, конечно, на XR сиденье быстро дает понять, что на типе скроили. Без тени сомнений назову сиденье на XR худшим в классе. Да и если на мультистраде или Tiger 900 посадка более расслабленная, можно туда-сюда двигаться, то на остальных моделях, включая XR, посадка компактная и более напряженная. Она, возможно, неплохая для среднего роста, но с высоким ростом я не могу порекомендовать ни XR, ни Tracer 9, ни Tiger Sport 800 с точки зрения путешествий. Если ездить с пассажиром, все еще больше усугубляется. Расслабиться сложно. На этих мотоциклах как сел, так и сидишь всю дорогу. Рано или поздно начнут затекать колени, спина или что-то еще. Похожее ощущение в самолете, где недостаточное пространство для ног. Сначала вроде ничего, а потом просто терпишь. К среднему росту это не относится. Там хватит диапазона движений и колени более расслаблены. Для езды по городу все равно. Любой из этих мотоциклов будет достаточно на короткие расстояния. На новой версии крутилки для вилки появились, причем удобно можно все крутить голой рукой, кроме преднатяга. У старого XR вилка без регулировок была ни туда, ни сюда при езде с грузом. Всегда было жгучее желание ее настроить, а никак. На новой версии, после того, как я себе нужного накрутил, на хорошем асфальте все отлично, но когда какие-то неровности, видно, что подвеска среднебюджетная. Примерно того же уровня, что на 800-м Тигре, но не уровень 900-го Тигра или мультистрады. XR геометрически проедет много, где он в этом смысле не похож на трейсера. В путешествии можно пострадать на грейдерах, но подвеска не про то, чтобы наслаждаться разбитыми дорогами. С точки зрения города или серпантинов к подвеске претензий нет, она будет давать удовольствие. Вообще, если за скобками оставить неподходящий двигатель, на серпантинах байк неплох. Он и такой же легкий, как конкуренты, и геометрия на XR традиционная для класса, и тормоза достойные, вполне можно получать удовольствие, хотя и хочется трешку. Про тормоза чисто для понимания проговорю, что это добротный уровень тормозов 800-го Тигра, и уж явно на голову лучше, чем тормоза у многих японцев, но на мультистраде и 900-м Тигре тормоза круче, прогнозируемость на более высоком уровне.
Короче, свои базовые функции мотоцикл выполняет. Я не могу сказать, что в нем что-то прям совсем ужасное. На фоне китайцев так и вообще шикарно. Он правильно работает, правильно тормозит, правильно поворачивает, двигатель достаточно ровный, нет странностей в работе подвески, он не тяжелый и все прочее. В текущих условиях, когда вокруг много сырых китайцев, это уже неплохо. Традиционно могу придраться к тому, что на BMW неудобно доставать до поворотников, убогие зеркала и стекло бесполезное, но это не самое важное. В Европе я этот байк не порекомендую примерно никому. Возьмите лучше Tiger Sport 800, если только не учитывать какие-то супер выгодные предложения ниже рынка. Tiger 800 лучше как спортивный кроссовер в комплексе, динамичнее, комфортнее, резче и так далее. При этом он ощутимо дешевле, учитывая разницу в комплектациях. Tracer 9 тоже лучше, но он не кроссовер. А в России XR вполне неплохое предложение, особенно как чисто городской байк для людей среднего роста. На роль лучшего мотоцикла в классе XR не тянет, но и не полное дно. Как вы могли заметить, я все еще коплю на дрон, так что ваша копеечка на Бусти или Патреоне будет как никогда полезной. И спасибо за просмотр!